Сэр, Туртл Вов совсем обнаглел. Мы должны что-то предпринять. Иначе ничем хорошим это не закончится. Узнайте родителей этих ублюдков. Узнайте этих ублюдков. Переверните там все вверх дном. Но накажите! Накажите этих мразей! Итак, друзья, пока я работал над вторым эпизодом, в этом Азероте наступили темные времена. Я надеюсь, что успею заценить новые локации, задания и подземелья. Да и вообще докачаться до последнего уровня и довести историю Эридана до конца. А пока хочу сказать огромное спасибо за бешеный буст первого эпизода. 50 тысяч просмотров. Честно, я был в шоке. Да что там? Я охуел. В этом эпизоде мы разберемся с тайнами Штормграда, встретим старых друзей и новых врагов. Попробуем заработать на коня и соберем качественный шмот. У микрофона Андрей Алексеевич Славич, нахуй. После длительного перерыва я наконец зашел в игру и сразу в почту. Некая Сюзанна прислала мне 8 золотых из сумки. Женщина! Скорее всего, мужик под женским ником. Ну, все равно спасибо, Сюзанна. Я бы, конечно, хотел развиваться сам, но кого я обманываю? Конечно, мне надо. Поставил новые аддоны на HD текстуры. Теперь Азерот выглядит просто прекрасно. Правда, пока разбирался, случайно поставил себе пак на увеличение форм женским персонажем. Случайно! Ну да, скачал все одной кучей, даже названия не читал. Такого я, конечно, еще не видел, но я решил все-таки отказаться от такой радости. Тоже мне воин! Итак, после битвы со Сталовным я оказался в Штормграде и взялся за мечи. Кажется, эта прокачка навыков будет преследовать меня до самого последнего уровня. А у воина, кстати, оружие, как у швейцарского ножа, и желательно уметь владеть каждым. В прошлом эпизоде мы так и не выполнили просьбу судьи Соломона из Приозерья. «Доставь это письмо лорду Чернодреву в Темнолесье. Нам отчаянно нужны бойцы ночного дозора». Как обычно, я недооценил эти курьерские задания. Прибеги, принеси, отдай, но все куда глубже, чем казалось на первый взгляд. У судьи Соломона были веские причины отправить меня во все соседние локации, чтобы просить помощи у народного ополчения в Западном крае. Соломон не ведает о войне, начавшейся в Западном крае, иначе не ждал бы помощи от нас. У ночного дозора в Темнолесье. Мы создали ночной дозор, когда Штормград бросил нас. Если я отправлю людей в Приозерье, Темнолесье падет. И, наконец, просить помощи у самого генерала. Чиновник Соломон благородный человек, его слова много для меня значат. Я поговорю с королем и объясню ему ситуацию. Заверьте доброго судью, что он получит поддержку армии Штормграда. Я вышлю подкрепление, как только получу приказ его величества. А пока отнеси Соломону это письмо. Ну вот, хоть какая-то надежда есть. «Я доложу королю и надеюсь убедить его прислать подкрепление. Но его величество отошел от дел. Его поступки меня удивляют. Пусть это останется между нами». Отличная работа, юный воин, но смысл письма меня очень тревожит. Что-то неладное творится в королевстве. Боюсь, это не конец, а начало войны. Началом войны Соломон называет битву и те задания, связанные с орками и гнолами, которых я вместе с другими игроками крошили пачками по всему Красногорью. Но самым серьезным из них оказался Гад Илзок, вождь клана Черной горы, которого мы, кстати, успешно повалили вместе с агильдейцами. Привет, Васка и Анофия. И тут до меня дошло. Сначала ты выполняешь простые задания по локации, а уже потом идешь на главного босса, который держит в страхе весь регион. Малыми шагами мы спасали Красногорье и Темнолесье, но теперь этим займутся другие герои. А мне пора возвращаться в Западный край, туда, где все началось. Именно там я наконец нашел того самого предателя из Братства Справедливости. Того, кто должен был привести меня прямо в логово разбойников.
О нет, снова ты. Мы уж думали, что потеряли его след. Но теперь он у нас. Разбойник согласился показать дорогу в мертвые копи в обмен на свободу. Буду ждать твоих вестей, Эридан. Ты прикрываешь мою спину, а я веду тебя к убежищу. Они знают, что я предал их, поэтому если нас заметят вместе, меня убьют первым. Дорога к подземелью прошла на удивление тихо. Я ждал засады на каждом повороте, но разбойники так и не показались. А у входа в мертвую копи царил настоящий хаос. Десятки игроков, крики и сборы. Вот он, вход в копи. Сделка выполнена. С меня хватит братства. Теперь я свободен. Осталось последнее задание, Эридан. Эдвин Ван Клифф должен умереть. Хотя меня печалит сам факт вынесения человеку смертного приговора. Но для всего народа западного края будет гораздо лучше, если Ван Клифф упокоится навечно. Ван Клифф не сам по себе встал на этот путь. Его предали в Штормграде. Людей вроде него королевство бросило на обочину. Предали или нет, он сам выбрал кровь. Его бандиты держат весь западный край в страхе. Пока он жив, мир туда не вернется. А может, виноват совет? Если бы с ним обошлись честно, не было бы никакого братства. Может быть. Но теперь его смерть — единственный способ спасти людей. Закупаюсь одеждой, фласками и едой, проверяю навыки владения оружием и ищу группу через поиск подземелий. Захожу к Вышену обучиться и получаю предложение, от которого не могу отказаться. Ты делаешь успехи в освоении своего класса, а значит, готов к следующему уроку. Пришло время помериться силой с братьями по оружию. Но я уже собрался в мертвые копии. Какие братья? Какое оружие? И посмотри на меня, я уже силен. Это быстро, туда и обратно. Пока ищешь группу, ты успеешь выполнить задание. Отправляйся на место встречи и дружеских схваток. Остров битв. Поговори со старшим воином острова, кланнаком Маклеодом. Он поможет сделать тебе очередной шаг на пути воина. До острова битв можно добраться на корабле, который отплывает в пиратской бухте. Любой воин знает короткий путь до Кабистана. Чарж — покинуть тело. Свежая кровь. Ищешь настоящей силы? Сначала докажи, что ты к этому готов. Пройди побоище. Испытание для всех, кто вообразил себя великим воином. Для начала пройди сквозь ту толпу и встань на решетку. Это будет знак Прутику, что ты готов.
Он сразу пошлет тебе поединщика. Эй, ты! Ты точно готов? Выглядишь слабовато. Что ж, раз уж встал в круг, пеняй на себя. Да начнется побоище! Но я проиграл. Взял щит и меч, встал в защитную стойку, а топоры все еще не вкачаны. Через время вернулся, прокачал, снова полез. И снова проиграл. Не понимаю. Мобы резаются быстрее, чем я успеваю их убить. Пью фласки, бафаюсь, врываюсь с устрашающим криком. Даже с принципом и боевой стойкой урона все равно мало. Ничего не остается, отдаю ритуалы. Время вышло. Жаль, парень. Может, в другой раз получится. Кажется, я начинаю понимать. Я пытаюсь защищаться, когда здесь нужно бить первым. Мне просто не хватает урона. Так это не работает. Меняю стойку и беру двуручный меч. В этот раз уже без фласок и еды встаю в центр и спамлю удар героя. Провожу серию успешных приемов и укладываю воинов одним за другим. И побеждаю. Но улыбка с моего лица сразу пропала, когда в центр вышел он. Встречайте! Большой Билл! Я вернулся в Штормград и понял, что дальше так играть не получится. Все это время я качался в протоспеке, и в какой-то момент стало ясно, выживаемость есть, а урона нет. Но сейчас появилась возможность пересмотреть игру за воина, перебросив таланты в первую ветку. В таверне познакомился с воином Наргулом. Он рассказал мне про таланты и про способности Армспека. Этот мужик оказался не просто игроком, но и блогером, который делает гайды на подземелья и классы под Turtle WoW. Если вы тоже хотите стать чуть сильнее, понять механику игры или просто кайфануть от атмосферы, заглядывайте к нему в гости. Ссылку на канал оставил в описании. Сегодня я понял, как важно наносить удар в нужный момент. Бить первым, чтобы диктовать свои условия боя. И как важно добивать врага, не давая ему ни единого шанса. Если еще инженерное дело прокачаешь, будешь машиной для убийств. Но зачем тебе это? Зачем тебе мне помогать? Учитель приходит тогда, когда готов ученик. Эдвин Ван Клифф уже ждет. Да, но есть еще одно незавершенное дело.
С берега пришли новости. Кто-то пробирается через западный край. Воин. Один. Значит, все идет по плану. По местам. Мы ждем гостей. Самое время принести мертвый копья, и так как я уже 30 уровень, решаюсь принести его в одиночку. Ну не совсем. Без хила будет уж совсем тяжко. Нужен такой человек, который будет помогать мне на мобах, а всех боссов я завалю сам. Собор Света в Штормграде отправляет ко мне человека, и непростого. И вы не поверите кого. Всем привет, с вами Меридар. Ну что, Эриден, готов прославиться на весь западный край? Сэр, да, сэр! В новом спеке я чувствовал себя прекрасно. Урон высокий, мобы отлетали пачками. Как будто я держал не меч, а бензопилу. Павла хилил так четко, что я даже не замечал просадку по хп. Мы зашли и сразу свернули налево. И тут первый босс, причем кастомный. Джаред Вос. Предыстория мне его неизвестна, но выглядит так, как будто он качал алхимию и инженерное дело сразу. Рахзора повалили быстро. Павла держит меня живым, а я пробиваю все, что движется. Третий босс, Снит, здоровенный механизм, но против нас с Павла просто жестяная банка. Затем мы пошли в мастерскую, и тут меня ждала настоящая находка. Второй кастомный босс, повелитель уборочных големов. Этих ребят я вскользь упоминал еще в первом эпизоде, а теперь встретил их босса лицом к лицу. Комната, где их собирают, выглядела так, будто сама машина готова ожить и вломить тебе по голове. Пятый босс, Гилнит, гоблин в мастерской. Ловкий засранец, но против нашей связки долго не притянул. С мобов иногда падала руда и камни, а значит, прокачать начальный уровень инженерного дела будет куда проще. Никто не смеет бросить вызов братству. Воин из Штормграда, запомни, когда им будет нужно, они предадут тебя. Обыскав труп Эдвина Ван Клифа, я нашел письмо, которое начинало новую цепочку заданий. Письмо казалось написано совсем недавно, и печать была еще свежая. Прощай, храбрый воин, и пусть тебе поможет свет в твоем непростом путешествии. Вот и все, братства справедливости больше нет. Западный край наконец-то может быть свободен. Ты сделал для нашего края больше, чем любой другой воин. Без тебя мы бы не дожили до этого дня. Запомни, Эриден, пока ты живешь, западный край всегда будет помнить твое имя. Но теперь у тебя свой путь, иди. Ты нужен другим землям.
А, вы, наверное, к нам. Но я просто шел мимо. Прекрасно. У нас как раз начинается экскурсия по Штормграду. Следуйте за нами. Итак, дети, перед вами торговая площадь. Самое оживленное место Штормграда. Здесь можно купить все. От хлеба до доспехов, от лекарств до редчайших кусков сыра. Мисс Дана, смотрите, модный дом. Да, там трудятся мастерицы трансмогрификации. Из любого типа ваших доспехов могут сделать настоящую красоту. А вот и легендарная лавка сыров Илинга Триаса. Настоящая гордость Штормграда. Говорят, один кусочек его выдержанного сыра может вдохновить воина на подвиг. Каждый камень на этой площади – история. Здесь заключают сделки, спорят, мирятся, влюбляются. Город живет, пока есть те, кто верит в него. А это, дети, не просто склад. Это Штормградское хранилище. Настоящее подземелье для самых опытных искателей приключений. Сюда пускают тех, кто достиг 58 уровня. Говорят, даже методичный Милидаров до сих пор ломает голову над тем, как бы сделать внятный гайд для этого места. Видимо, тайны хранилища не так-то просто упаковать в простые инструкции. А вот и местные предприниматели. Видите того гоблина? Запомните, дети, с ними нужно быть вежливыми, но твердыми. Их улыбка искренняя ровно до тех пор, пока не откроется кошелек. И лучше любоваться ими на расстоянии. А вот и крепость Штормграда. Отсюда король управляет королевством. И сюда приходят послы из самых далеких земель. А можно увидеть самого короля? Короля нельзя тревожить по пустякам. Но поверьте, он всегда рядом со своим народом, а его мудрые советники всегда заботятся о благе королевства. Дети, перед вами собор света. Его строили лучшие мастера-каменщики, восстанавливая из пепла после войны. Говорят, целая гильдия трудилась над этими сводами. Каждый камень здесь не только часть стены, но и часть истории, часть чьей-то веры и надежды. Надеюсь, наша небольшая экскурсия была полезна и вам. Штормград полон историй, как тех, что лежат на поверхности, так и тех, что ждут своего часа под каменной кладкой. Всего вам доброго, странник, и пусть свет хранит ваш путь. Твое настоящее наследие не в мертвых копиях, Эдвин, оно здесь. Настало время двигаться дальше, и мне бы очень хотелось посетить больше подземелий на этом сервере. Встаю в очередь и пока жду группу, решаюсь поискать в чате. Может, кто-нибудь уже собирает пати? Но открыв чат, я понял, что я ничего не понял. Если бы я знал английский и все эти обозначения, то пати нашлось бы быстрее. Но я решил просто подождать. И тут я вспомнил, что у Эдвина Ван Клиффа я нашел неотправленное письмо, адресовано Барусу Алекстону. И главный вопрос – зачем? Что он ему хотел сказать и почему так и не успел отправить? Если письмо было у него в кармане, значит оно было важно. Моя задача теперь понять, чем занималось братство после того, как Эдвин поднял мятеж, и что они собирались делать дальше. Чем я могу помочь? Я показал письмо. Барос сразу узнал почерк. Оказалось, что он и Ван Клифф раньше были в одной гильдии. Каменщики, которые восстанавливали Штормград после войны. Когда работа была закончена, знать отказалась платить. Руководителям гильдии предложили должности, но Эдвин отказался. Поднял мятеж и ушел из города, клянувшись отомстить. Барос сам к этому больше не имел отношения, но он знал того, кто мог рассказать больше. Если искать тех, кто мог остаться на связи с Ван Клиффом, имя всплывает само. Базиль Тред. Годами к нему никто не наведывался, а теперь визиты почти каждую неделю.
Бумаги в порядке, печати настоящие. И каждый раз один и тот же посетитель. Мелик, не люблю я такие совпадения. За решеткой случайностей не бывает. Если имя начинает повторяться, значит, за ним кто-то стоит. Группа собиралась вечно, занимая роль танка и иду ставить чай. Но не успеваю дойти до кухни, как звук реги раздался так, будто это судьба, а не очередь. Вода не успела закипеть, а я уже в подземелье. Никогда не успеваю вовремя, кроме таких случаев. Танчить не очень хотелось, да и перекидывать таланты дорого. Но, слава богу, паладин сам вызвался занять эту роль. До сих пор не понимаю, зачем он предложил потанчить, если мог регнуть танком изначально. Здорово, бандиты. What? Инст принесли легко. Мобы уже зеленого уровня, а мой ДПС на самой вершине. Даже странно, обычно я на вершине только по полученному урону. Паладина иногда приходилось спасать. Во время боя я забирал часть мобов на себя. В конце инста Базиль Тред. На вопрос, кто такой Мелик, ответа не последовало. Я не понял, ты на кого решил наехать, фраер? Сколько ходок? Где чарился? Под кем ходишь? Базиль Тред мертв, но с его смертью ответы не появились. Наоборот, вопросов стало еще больше. Кто такой Мелик? И почему к человеку, про которого все давно забыли, вдруг начали приходить гости с настоящими королевскими печатями? Мелик? Это имя ничего не говорит. Это может быть кто угодно. Бывший каменщик, кто-то из братства, да кто угодно. Я пытался вспомнить, но пусто. Зато я знаю, кто точно сможет подсказать. Есть люди, которые разбираются в теневых делах Штормграда куда лучше нас. Это ШРУ, тайная служба короны. Они работают тихо, но знают город так, как никто другой. Мелик, говоришь? Знаю я его, только зовет он себя иначе. Наемники меняют имена как перчатки. Его настоящее имя Марзон. Сейчас он работает на лорда Грегора Ласковара, и даже по меркам Штормграда это очень темная личность. Матиас сам помочь не мог, но сказал, что в городе есть люди, которые собирают информацию для ШРУ. Один из них — это лавочник по имени Эллинг Триас. На вид обычный продавец сыра, но с ним Матиас работает уже много лет. Я рассказал ему все, что узнал про Марзона и Лесковара. Триас слушал внимательно, без лишних вопросов. Видно было, что он уже слышал об этом и раньше. Он сказал только одно: если в это замешан Лесковар, ждать больше нельзя. Триас посоветовал обратиться к своему знакомому в крепости, гному по имени Тирион. По словам Триаса, Тирион давно служит короне и знает, как разбираться с такими делами. Воршливый гном рассказал: Лесковар действительно хитрый человек, его охрана куплена, и они сразу замечают лишних людей. Но сегодня ночью у Лесковара встреча с тем самым Марзоном, о котором говорил Матиас Шоу. И это наш шанс. Для этого дела Тирион собрал робота-шпиона, оставалось лишь придумать, как его замаскировать. Принеси мне пару яблок и кусок шелка. Да-да, не смотри так. Гномы тоже умеют быть эстетами. Сначала я подумал, что он шутит. Когда-то в Эллинском лесу я уже собирал фрукты для девушки. Тогда это было просто добрым делом. Теперь яблоки нужны для обмана. Когда я вернулся, Тирион каким-то образом сделал из яблока шелка женщину. Механическую, но почти живую на вид. Добрый день вам обоим. Мне нужно поговорить с лордом Лесковаром. Лесковар ждет робота-шпиона? Но ведь Марзон должен прийти сам. Именно. Он ждет жрицу, потому что жрица приманка. Я пустил слух, что сегодня его посетит посланница Совета, чтобы оповестить о визите Марзона. Так что, когда мой робот скажет: «Милорд, ваш гость прибыл», Лесковар будет уверен, что все идет по плану. А потом появишься ты. Сделай все тихо и быстро, а после забудь о нашей встрече. Благодарю вас. Я оставлю вас здесь, в библиотеке, а сам займусь этим маленьким дельцем. Я хочу погрузиться в медитацию. Оставьте меня.
А вот и ты. Какие новости из западного края? Ван Клифф прислал сообщение, что планы осуществляются. Но до него дошли слухи о каком-то воине, который срывает нам работу. О нем мало что известно, но все, кто его встречал, уже мертвы. Воин, значит? Скорее всего, человек Матиаса Шоу. Он давно сует нос туда, куда не следует. Посмотрим, что я смогу выяснить. Ступай, я свяжусь с тобой позже. Жми риталы, воин! Осталось последнее – донести все королю. Барос все это время следил за делом. Именно он подготовил бумаги для аудиенции. Приятно снова тебя видеть. Я уже слышал о гибели Лисковара. Ты сделал то, что многие боялись делать годами. И спас не только меня, но и весь город от мести Ван Клиффа. Я подготовил доклад для короля. Тебе осталось только передать все лично. Не волнуйся, его величество оценит твою службу. Я достал официальный костюм, купленный на аукционе, надел рубашку, подаренную жителями Вестфола, и отправился в крепость. Барос Алекстон проделал большую работу. Для городского архитектора это редкий вклад в безопасность Штормграда. Рада видеть вас, Эриден. Я Катрана Престер. Сегодня я представляю короля в его отсутствие. История Ван Клиффа тянулась слишком долго. Мало кто хотел в нее вмешиваться, и еще меньше довести дело до конца. Вы сделали это быстро и точно. Штормграду нужны такие люди. Иногда опасность оказывается ближе, чем мы ожидаем. Не за стенами города, а рядом, в самом дворце. Лисковар был одной из таких угроз. К сожалению, король сейчас не принимает аудиенции. Его внимание занято дипломатическими переговорами. Но решение наградить вас принято от имени короны. Примите этот знак благодарности за службу. Теперь все стало на свои места. Письмо Ван Клиффа ввело не просто к истории каменщиков. Оно вывело меня на людей, которые действовали прямо внутри Штормграда. Братство хотело большего, чем мести. И пока я думал, что просто ищу ответы, все это привело меня туда, куда обычно простых воинов не пускают. В сам дворец. Дело закрыто, но чувствуется, что это только первая часть того, что скрывает этот город. Вмешиваться мне не по душе. Но после того, что произошло в крепости, о вас слишком много говорят. В Штормграде это редко остается без последствий. С вашего позволения, я присмотрю за вами. Я думал вернуться к обычным делам. Подземелье, задание, прокачка уровней. Но долго отдохнуть не получилось. На следующий день, когда я проходил мимо собора света, ко мне подошел мальчик с письмом и просьбой никому не говорить о том, что он собирается сказать. Значит, Томас смог кого-то найти. Хорошо. Дело серьезное, и прошу, держите все это в тайне. Один из наших дипломатов был отправлен в Тирамор для встречи с Джайной Праудмур. Но он не вернулся. У меня есть основания подозревать Братство Справедливости. Но пока это только догадки. Мы скрываем его исчезновение, но долго так не продержимся. По просьбе епископа я сначала нашел Йоргена, старого рыбака, которому епископ доверяет больше, чем своим коллегам. Йорген подтвердил одно – дело действительно серьезное. И сказал, что я уже знаю больше, чем стоило бы. И отправил меня дальше по цепочке тех, кому можно доверять. Следующая точка была у Триаса. Через него ШРУ подключилась к поискам. Он быстро понял, о чем речь. Сказал, что займется своим участком, а мне предложил ехать в Темнолесье, к дозорному Бакусу. Эриден, давненько не виделись. Про пропавшего дипломата я ничего не слышал. Но если епископ думает на Братство Справедливости, проверь участок Эдла. Остатки их людей последние недели постоянно там суетятся. Не знаю, связано ли это, но если тебе нужна зацепка, начни оттуда.
Я шел на участок Эдла, не зная, что именно там смогу найти. Никаких подробностей и никаких имен, только место, где кто-то явно что-то скрывает. Я думал, что это будет еще один пустой след, но я нашел старый сейф, в котором лежала декларация Братства Справедливости. Из нее стало ясно. Первую попытку захватить дипломата они делали прямо в Штормграде и провалили. После этого решили перейти к другому плану – отправить дело в Менетил и забрать его уже в море. В порту у них был свой человек, а дальше какие-то союзники, с которыми они заранее договорились. Получается, дипломат так и не дошел до Тирамора. След ведет в Менетил. Но кого мне там искать? Дай посмотрю. Так, Менетил, корабль, союзники. Вот это слово, кулак, знакомая кличка. Я ее уже слышал. Кулак – это Дашель, каменный кулак. В старом городе все знают, кто он. Человек резкий, любит драться, любит влезать туда, куда не надо. Если это его имя в декларации, значит, он тоже был в деле. Хочешь понять, что братство делало в Менетиле? Поговори с ним. Но учти, по-хорошему он говорить не станет. Путь вел в район старого города, к человеку по прозвищу Кулак. Он был в декларации, значит, точно замешан. Кулак встретил меня так, будто к нему опять пришли за долгами. Разговаривать он не хотел, сразу полез в драку. Пришлось уложить его, чтобы вообще что-то узнать. Оказалось, что Кулак знал о встрече, которая проходила на участке Эдла несколько недель назад. Его туда не звали, после провала первого плана его отодвинули. Но он знал имя того, кто занимался вторым планом. Человек из Менетила, некий Проныра. Теперь я знал, кого буду искать в гавани Менетилов. Триас подсказал, в порту есть человек, который когда-то работал с ним. Перед отъездом он решил стать барменом и теперь держит лавку в Болотине. Звали его Михаил. Проныра, говорите? Я постараюсь что-нибудь разведать. Эридан только без резких движений. Проныра стоит у двери и явно подслушивает. Ладно, я все скажу. Братство Справедливости не столько мне платит, чтобы за них умирать. Они похитили короля. Да, настоящего короля Штормграда, а не какого-то там дипломата. Он направлялся в Тирамор, чтобы побеседовать с Джайной Праудмур. Это большая тайна и дело тоже не шуточное. Но тут встряло братство, у них был свой осведомитель. В мои задачи входило только взять их человека на борт королевского корабля, когда он стоял у пристани. Парня звали Хендел, клянусь, это все, что я знаю. Я даже не сразу понял, что он сказал. Все это время я искал пропавшего дипломата, а пропал сам король Штормграда. То, что казалось обычным делом, оказалось куда больше, чем я мог представить. Михаил сказал, что Хендел мог быть связан с людьми Культироса. Каждый месяц стражи из Тирамора получают жалование и приходят в Болотину выпить и провести время. По его словам, Хендел бывал среди них, и если он жив, то должен быть где-то в Тираморе. Михаил посоветовал обратиться к командиру Самаулу. Он полностью верен леди Джайне, но если упомянуть имя Триаса, разговор может пойти легче. Оставалось только отправиться в Тирамор и попытаться найти Хендела. Хендел. Да, я знаю его. Но почему вас интересуют мои солдаты? Илинг Триас. Ладно. Если он отправил вас, значит, что-то случилось. Мой долг защищать эти земли, и мне нужно понимать, не принесете ли вы проблем. Но если речь о Хенделе, ищите его в первой башне к западу от Тирамора. И будьте осторожны. После разговора с командиром Самаулом я отправился к сторожевому посту. Но Хендела там не было, зато прямо передо мной из портала вышел верховный маг Терваш. Коротко сказал, что леди Праудмур в курсе расследования и отправила его помочь.
По его словам, Хэндл сейчас в патруле к западу от Тирамора. Охраняет разведчиков, которые ищут базу Орды. Вроде бы обычная служба, но Тервош дал понять, что нужно быть осторожным. Этот человек может быть не тем, за кого себя выдает. Маг исчез так же быстро, как и появился. А я отправился дальше, к Северной башне. За ней я наконец нашел рядового Хэндла. Я ему рассказал о расследовании, но к такому разговору он точно не был готов. Ты приходишь сюда и обвиняешь меня в том, что случилось с дипломатом. И ты надеешься, что я позволю себя убить. Меня давно предупреждали насчет тебя, юный воин. Начался бой, и они снесли мне кабину за секунду. Как? Отменять задание я не хочу. Тем более докачиваться до нужного уровня. Рядом еще, как назло, нет игроков. Используй окружение. Заставь их биться по твоим правилам. Начинаю бой, набираю ярость и чаржусь в лягушку. Хоть я и замедлен, но стражи вовремя очнулись. Это Праудмур! Беги! Дальше мы сами. Леди Праудмур хочет услышать его лично. Прошу, я не хотел. Это был приказ. Понимаю, ситуация неприятная. Мы тоже огорчены тем, как все вышло. Но нам нужно забрать Хэндла обратно в Тирамор. Допрос поможет в поисках нашего короля. Леди Праудмур ценит то, что вы сделали. Обязательно поговорите с ней, она захочет поблагодарить вас лично. И это все? Просто кольцо и больше ничего? Ни нового расследования, ни тайных вестников, ни даже чашки кофе с красивым и молодым воином? Меня интересует только магия. Когда я взялся за это дело, я думал, что ищу обычного дипломата, но оказалось, пропал сам король Вариан Рин. И все расследование, следы братства, декларация, кулак, Проныры и Хэндл — это были только кусочки одного плана. Я понял, кто стоял за похищением, но вот где король сейчас, никто не знает. Одно ясно точно: Штормград живет, но сердце его где-то в плену. После 2 цепочек заданий захотелось немного выдохнуть и просто побыть в мире. Я направился в новую соседнюю локацию – Амбершир. Место выглядит, у меня просто нет слов. Тихие домики, солнечные тропинки – все это напомнило мне мой любимый Фейбл. Ту же доброту и меланхолию в воздухе. Квестов здесь немного, да и уже не по уровню. Но есть ради чего стоит остановиться. В центре стоит мемориальный камень Тиффин Рин. Скромное место памяти. Цветы, свечи, портрет и слова, выбитые на камне. Дворник, спящие кошки у камина, рыцарский турнир, какой-то замок, в котором я заблудился, саундтрек и осенний вайб. Все это скружило мне голову снова, как и в том месте в болотине, в котором вечно идет дождь. На этот раз мой путь лежал на северо-восточных королевств. Последнее испытание, последнее воинское задание, полученное еще на острове битв. Твое стремление стать опытным воином похвально. Ты освоил стойку берсерка и победил Большого Билла. Братья по оружию гордятся тобой. И я в том числе. Но путь воина не кончается на арене. Есть тролль по имени Батра Ветростраж. Старый оружейник и отшельник. Он поможет тебе найти оружие, которое станет продолжением твоей воли. Отправляйся в Альтеракские горы, в место, где рождаются легенды. Я знал, что ты придешь, воин. Духи шепчут, когда кто-то ищет силу, даже если сам не понимает, зачем она ему. Кланок все так же думает, что доблесть можно выковать? Может быть. Я давно наблюдаю за этими горами и жду, когда падет великий Циклониан.
Но не нашлось героя, кто осмелился бы бросить ему вызов. Может быть, этим героем станешь ты? Докажи, что достоин. Собери все, что нужно для призыва Повелителя Ветра. И если тебе удастся одолеть его, я вложу силу его сердца в оружие. Если духи будут милостивы, они покажут тебе путь. Если нет, значит, ты еще не готов. Так начался мой долгий путь к оружию Батры. Сначала все казалось простым. Реагенты и дело в шляпе. Жизнекорень. Легко. Пара золотых на аукционе. Клыки. Где-то в тернистой долине. Не впервые. А вот субстанция изгнанников – загадка. Я долго не понимал, где ее вообще взять. Позже выяснилось, нужно выбивать обереги с элементалей в низине Арати. И проблема в том, что эти элементали 38 уровня. В итоге снова выручил аукцион. Кто-то рискует жизнью в полях Арати, а я просто покупаю реагенты. Закончил шопинг? Боже, да это просто формальность. Зачем тратить время на реагенты, которые можно купить на аукционе? Отлично. Тогда не забудь купить еще помаду и смазку, ведь Циклониан не прощает ошибок. Возвращаюсь к Батре и готовлю субстанцию из оберегов. Сдаю реагенты и получаю 33 уровень. Но Батра куда-то начал идти, кого-то суммонить, и я не спеша последовал за ним. Далее произошло то, к чему я не был готов, и тогда я понял, что имел в виду Наргул, когда говорил... Элитный элементаль 40-го уровня? Да куда так сложно? Теперь понятно, почему обереги падали с мобов 38 уровня. Получается, квест для 40-го, а я всего лишь 33-й. Но я могу сделать его прямо сейчас, если позову на помощь сагильдейцев. Трус! Хватит прятаться за чужими руками. Победить Циклониана должен ты сам, без чьей-либо помощи. Оружие, которое даст Батра, вскоре устареет. Но путь ради него останется навсегда. Чтобы победить Циклониана без посторонней помощи, мне нужен хотя бы 40-й уровень. Этот элитный моб сносит меня за пару ударов. Доделав дела в Штормграде, я отправляюсь в Болотину закрывать старые квесты. Собираю группу на элитных дворфов. Повезло, мимо пробегал паладин, и мы вдвоем начали вырезать лагерь. В процессе он даже пересобрался в хила. Дворфы били так, будто у них личная обида на меня. И все равно нас в итоге размазали. Где-то здесь я снова задумался о прокачке. Бегаешь с кем-то в группе, пишешь по-английски, не всегда понимаешь, что тебе отвечают. Но стараешься хоть как-то поддержать разговор. С дворфами покончено, и теперь я направляюсь в Темнолесье. Беру коня за 50 медных и выезжаю в лагерь повстанцев. Конь, кстати, теперь действует всего 5 минут, хотя раньше он действовал до отмены. Печально, конечно. Лагерь повстанцев. Небольшой пост среди джунглей. Я набираю пачку заданий, и все как обычно. Убей, принеси, разведай. И только сержант Йохва смотрит прямо в глаза, будто видит во мне что-то большее, чем очередного наемника. Ты не из наших? Да? Ну и ладно. Может, свежий взгляд пойдет нам на пользу. Она рассказала, что у них своя война. Когда-то здесь стояли войска Штормграда, отряд под командованием полковника Курцена. Он был не просто солдатом, а тактиком, о котором говорили с уважением. Но теперь все наоборот. Курцен и его люди объявили нам войну. Их в 10 раз больше, и они действуют как тени, быстро, грязно и без пощады. Если хотим выжить, придется играть по их правилам. Если сумеешь одолеть их, доложи об этом лейтенанту Дорану, моему командиру. Он захочет услышать об этом лично.
Добро пожаловать в джунгли, парень. Здесь каждый день охота, а выживает тот, кто стреляет первым. Я кивнул и тут же познакомился с Хеммингом, местной легендой, человеком, чьи глаза видели все, что движется в тернистой долине. Он не задавал вопросов, просто протянул список. Хочешь понять джунгли, начни с их хищников. В лагере Хемминга каждый из охотников выдает свой квест – поохотиться на разных зверей, от пантер до огромных ящеров и тигров. Цепочка простая – сначала обычные звери, потом опаснее и в конце элитный босс. Я ожидал настоящих PvP замесов, ведь тернистая долина так славится ими. Но на PvE сервере все оказалось куда спокойнее. Ни одной встречи с ордой. Вместо штурмов и засад мы просто качались в одной локации, помогали друг другу и спокойно выполняли задания. На ящеров охотился вместе с чернокнижницей. В один момент я отошел в ВФК. Думал, вернусь и буду доделывать квест 1. Но ОБС все это время записывал, как лог подводил ко мне ящеров, чтобы засчитался квест. Спасибо вам, Харува. Прокачка в долине ночью имела свой вайб. Почти никого нет. Вокруг только свет костров и луны. Игроков мало, и все как-то кажется более личным, сосредоточенным только на задании и на опыте. Со временем начал понимать, что происходит с партизанами Корцена. Когда-то у них была целая армия, теперь остались только отдельные отряды. Самые опасные прячутся в пещерах за поселком. Они отлично обучены, жестокие и до конца верны своему командиру. Говорят, силы Корцена держатся на зельях его лекарей. Те лечат солдат за секунды и травят наших бойцов ядами из местных трав. Теперь ясно, почему с ними так сложно тягаться. Против нас не просто люди, а те, кого держат на ногах сами джунгли. Возможно, мне стоит найти более лучший способ справиться с ними. На этапе прокачки в долине изучил профессию выживания. Сейчас из полезного там только палатка. Ставишь, отдыхаешь, получаешь баф на опыт и лодка для рыбалки. Возможно, позже появится больше полезного. Но пока это выживание максимально комфортно интегрируется в режим охоты. Пока что я отложил все задания в долине и решил отправиться во вторую локацию прокачки. Предгорье Хиллсборода. Спокойные на вид поля, где все еще чувствуется запах былых сражений. Днем здесь работают фермеры, ночью бродят разбойники и наемники. Кажется, будто весь мир держится на тонкой грани между покоем и новой войной. Первым делом я направляюсь в таверну и встречаю местного повара, который с энтузиазмом предлагает приготовить суп из самой черепахи. Скоро ты поймешь, что лучше супа ты в жизни не ел. Фармить черепах оказалось занятием не из легких. Как обычно, квестовые предметы падают редко, а черепах в округе меньше, чем желающих на них заработать. Хоть нужно всего 10 кусков мяса. Но я не сдался. Конкурировать с местными охотниками за ужином смысла нет. Опыт мне все еще нужен, поэтому я просто купил мясо на аукционе. Благо, оно стоит копейки, дешевле, чем потраченные нервы. Вот это дело! Теперь все Южнобережье будет сыто и довольно. В Южнобережье я познакомился с Бартоло Джинсетти, местным портным, который верит, что когда-нибудь прославится своим ремеслом. По крайней мере, именно так он представился. Между вдохновением и безумием у него, кажется, тонкая граница, но глаза горят, будто он уже легенда. И если честно, я ему почти поверил. Я великий Бартоло, создаю плащи, равных которому не было и не будет. Но шедевр требует жертв. И йети! Принеси мне их мех, пушистый, первосортный, и не перепутай с местной овцой. И тогда ты станешь первым, кто наденет плащ моего гения
Йети звучит внушительно, как будто впереди битва за выживание. Но все оказалось куда проще, чем я ожидал. Я спокойно держал по 2 моба за бой. И, о чудо, квестовые предметы наконец-то начали падать чаще. Наверное, чтобы компенсировать то, что остальные реагенты все равно придется покупать на аукционе. И если повар и портной по словам верят, что творят историю, то лейтенант Аринель, наоборот, ни к чему не стремится. А ведь у него работа куда серьезнее – защищать этот городок. Эй, ты выглядишь крепко. Не хочешь помочь человеку при исполнении? Я подумал, что этому лейтенанту требуется помощь курьера, отнести важные документы или, может, сопроводить кого-то из чиновников. Но все оказалось куда интереснее. И снова они, мурлоки. Кажется, куда бы я ни пошел, они уже там. Может, это не я ищу приключения, а мурлоки меня? Похоже, главный враг королевства вовсе не братство справедливости, а вот эти скользкие ребята, у которых, кажется, на все есть свой план. Лейтенант Оринель оказался не просто ленивым, он был профессионал в том, чтобы вообще ничего не делать. Он не выходил за стены Южнобережья и не поднимал оружие. Всю работу выполнял я, зачищал окрестности, убирал тварей и разбирался с проблемами. Аринель же писал отчеты в Штормград о том, как он навел порядок в округе. А потом эти отчеты в Штормград относил тоже я. В горах встречаю 2 охотников. Вместе с ними устраиваем замес с разбойником из синдиката и параллельно выполняем задание по убийству тигров. В один момент мне пришлось отойти в ФК, а когда вернулся, задание уже было выполнено. Стелла добила всех оставшихся зверей и разбойников рядом, и благодаря этому засчиталось и мне. Суть в том, что я отошел подальше, но видно, Стелла специально подводила мобов поближе ко мне. В мире, где все торопятся и думают только о себе, она просто сделала доброе дело. Иногда именно такие мелочи напоминают, что здесь все еще есть хорошие люди, пусть и не гномы. В таверне встречаю эльфа-воина 37 уровня, и у него в руках тот самый топор смерча. В этот момент я пересмотрел свои цели. Зачем качаться до 40-го, если можно до 37-го? Что, я хуже какого-то эльфа? Делом подгоняю новые профессии к своему уровню. Отказываюсь от старых и изучаю горное дело. Собирать руду будет утомительным занятием, подумал я. Как это было и с травой для алхимии. Но из одной жилы выходило 2, а то и 4, как будто сама гора помогала мне. Руды и камней хватает, чтобы быстро расти в новой для меня профессии – инженерное дело. Подготовь сумки, парень! Тебе понадобится очень много руды! В Штормград и быстрая прокачка инженерного дела до уровня искусника. Новые манекены, новые бомбы, которые станет на 3 секунды. Создаю свой огнестрел с крутой подписью Made by Eridan. Подписываю договор с гномами, и теперь я гномский инженер. Сливаю остатки на аукцион и закупаюсь новой химией. Поднимаю первую помощь и, наконец, отправляюсь в Тернистую долину. Какая милая овечка! А где же твой пастух?
слышал взрывы и крики. Что там произошло? Разбойники, наверное, ловят мелкоуровневых персонажей. Ох уж эти разбойники! Тем не менее, ты вернулся целым. И, кажется, талантов у тебя не меньше, чем у самого Курцена. Полковник Курцен — моя следующая цель, и я должен пробраться в пещеру и пробиться сквозь ряды ее защитников и принести голову полковника. Пати на Курцена не нашлось, и я решил справиться с ним в одиночку. Пещера оказалась длиннее, чем казалось снаружи. Полчаса зачистки, и чем глубже, тем злее подсосы Курцена. Наконец дохожу до полковника, но не успеваю сагрить рядом стоящего моба, как вдруг... Я даже не успел ничего понять. Курцен сносит мне кабину за пару секунд. Он оказался 40-го уровня, еще и элитный. Во второй раз так ошибаться не хотелось, и мне все же удалось найти кота и разбойника в группу. Полковник оказался настолько сильным, что я аж растерялся. Начал зачем-то менять стойки, бегать туда-сюда, но вовремя пришел в себя. Ставлю манекен и выигрываю время. Кот молодец, вовремя начал хилить. Сам же полковник наполовину воин, наполовину разбойник. Лупит сильно, уходит в инвиз. Станет всех вокруг просто машина. Джунгли полны различных угроз, но никто не мог сравниться с жестоким и умным Курценом. Теперь, когда его нет, мы можем вздохнуть спокойнее. Постепенно тайна полковника Курцена раскрылась. Он когда-то был благородным воином Штормграда. Возглавил экспедицию сюда, в Тернистую долину. Но где-то по пути все пошло не так. Курцен стал жертвой темной магии. Его разум захватил Майзот, могущественный угар-маг. Тот использовал его и его людей в своих целях. И забегая далеко, аж на 3-й эпизод своего путешествия, Майзота я повалил в группе вместе с охотниками. Угар-маг оказался очень силен, да так, что моя будка слетела в одно мгновение. Я тебя не обижу, иди сюда. Теперь все стало ясно. Джунгли не просто сломили Курцена, ими управляла чужая воля. Его солдаты так и остались верными, но уже не королю, а голосу, который шепчет им из тьмы. Перед битвой с Повелителем Ветра я решил как следует размяться. Вушен дал добро. Манекены ждут. Шум стали, удары, крики учеников. Все как в старые добрые времена. И вдруг замечаю странность. Способности предыдущего уровня заменились на новые. Раньше нужно было открывать книгу и перетаскивать их самому. К тому же способности из других стоек теперь можно просто выставить на панель и прожимать их. И не нужно писать макрос на смену стойки и использование способности. Теперь все работает само. Коплю опыт в палатке и вдруг замечаю бота, который устраивает викторину. Он пишет вопросы прямо в общий чат, а игроки наперебой стараются ответить первыми. Я так и не понял, зачем все это и что за это дают. Но выглядело забавно. Из этой викторины я узнал, что первый пост на форуме WoW Turtle был на русском языке. Только вот бот, похоже, сам не всегда понимал, что ему отвечают. Если кто-то писал правильный ответ, но с маленькой буквы, он не засчитывал. Игроки злились, спорили, но продолжали участвовать. Самое время отправиться в новое подземелье. Встал в очередь в Гном-Реган и направился в Стальгорн. В полете случилось забавное совпадение. Я и еще 3 игроков взлетели один за другим. Полет занял несколько минут, и за это время мы успели немного поболтать. Кто откуда, куда летит и зачем. Обычная дорожная болтовня. Когда маршруты разошлись, мы пожелали друг другу удачи. Каждый улетел в свою сторону. Но на мгновение мир казался маленьким, как будто все мы летели к одной цели. Гном-Реган, второе подземелье, которое я проношу полной группой. Одна проблема. Когда группа собрана, это еще не значит, что мы войдем в инст. Кто-то внезапно вспоминает, что у него дела в Штормграде и просто ливает. Кто-то бежит к подземелью соседнего континента, а кто-то просто выходит из игры, не сказав ни слова. В итоге мы собирались целый час. И вот, когда я уже начал сомневаться в существовании самой группы, внезапно, как чудо, все 5 оказались у входа в подземелье. Сам пронос инста
Да, был ужасным. Барьер языка самая маленькая из всех проблем. Я умирал чаще, чем успевал пить хилпоты. Причем даже тогда, когда честно ждал, пока танк соберет мобов и наберет агро. В итоге мы все-таки дошли до конца, но из всех заданий выполнилась только половина. На второй заход ждать еще 2 часа я, конечно, не собирался, и тут же обратился за помощью к гильдии. Игрок Глупи быстро отозвался на помощь, и мы пошли проносить подземелье. Я хочу сегодня попиздиться с кем-нибудь, блядь. Минут 10-15, чтобы попиздиться, писки грязно устроить. Глупи танк от бога. Мы зачистили инст как по нотам. И в этот раз никто не умер. Задания выполнены, гномы довольны. Глупи, брат, спасибо. Осталось 2 уровня, и я буду готов к битве с Циклонианом. Поэтому отправляюсь докачиваться в Тернистую долину. Цепочка заданий на странице. Давняя история, до которой я все никак не добирался. Книга «Зеленые холмы Тернистой долины». Это сборник рукописей Хеминга Эрнеста Уэя, написанный им во время экспедиции по этим землям. Похоже, во время охоты страницы разлетелись по всей долине, и теперь моя задача — собрать их и вернуть книгу к жизни. За все время, что я бегал по долине, мне выпало всего пару страниц. Остальные так и не попадались. Чтобы не тратить время на бесполезный фарм, я решил проверить аукцион, и, к счастью, там нашел все, что нужно. Ну все, Хеминг, все страницы собраны. Ваша книга снова в порядке. Значит, все-таки не зря я нанимал не писаря, а охотника. Когда писал эту книгу, думал, что рассказываю про охоту, а вышло про то, как охота рассказывает про нас. Наш первый день прошел, как проходят все первые дни с надеждой и суетой. Мы думали, что пришли покорять долину, но долина уже знала, чем все закончится. Мы охотились на тигров и пантер, спорили, кто из нас лучший стрелок, и не замечали, что нас самих уже выбрали добычей. Когда ящеры окружили нас у обрыва, мы поняли, оружие ничего не значит, если не осталось дороги назад. И тогда появился белый тигр. Не ангел и не чудовище, просто напоминание, что судьба иногда вмешивается не ради спасения, а ради урока. В ту ночь мы сидели у костра, как и мы сейчас, и молчали, потому что каждый понял, мы гости в этом мире. И если он отпустил нас, значит, пока еще не пришло наше время. Интересная история получилась из этих листов, тех самых, что игроки собирают по всей долине. Кто-то выбивает их неделями, а кто-то просто скупает на аукционе. Я, наконец, получил 37 уровень. Пора возвращаться к Батре в последний раз. Не стоит пробовать делать это задание одному. Даже у меня не получилось. Помни, воин, неважно, какая преграда впереди, главное, через что ты уже прошел. Теперь, когда у меня есть сердце Циклониана, я могу подобрать ему вместилище по твоему выбору. На выбор Батра предложил мне 3 вида оружия. В Овхеде написано, что все они обладают одинаковыми характеристиками. Но тут каждое оружие имеет дополнительный бонус. Дробящее станет на 3 секунды, меч дает скорость атаки на 10%, а топор просто красивый. Настолько, что даже бонус не нужен. Юный воин.
В этом оружии дыхание самой природы. Сила ветра, что когда-то повергла тебя, и сила земли, что помогла тебе подняться. Помни путь, которым сюда пришел. Он стоил больше, чем сама награда. Не ищи в оружии цели. Ищи в нем напоминание, зачем ты сражаешься. Ступай, воин, и пусть духи хранят тебя. Говорят, Штармград знает того самого безымянного воина. Кто, как не вы, можете знать его имя? О каком воине идет речь? Да что это за воин такой? Еще и безымянный. Мы ищем одного воина. Говорят, он стоял там, где другие уже лежали. Его клинок будто знал дорогу сам, а щит держался, даже когда руки сдавали. А еще что он не знает страха. Не ради золота идет в бой, а ради самого боя. Говорят, Штармград шепчет его имя, но никто не знает, кто он на самом деле. Ха, да этот парень, про которого ты говоришь, я-то знаю, кто он на самом деле. Мы тогда стояли под Дараумиром. Ночь, туман, грязь, ничего не видно, только слышно, как кто-то орет. В атаку! Я оглядываюсь, а этот идиот уже вперед ломится. Сломал обе ноги, но все равно дополз до линии орков и швырнул в них факел. Мы думали, все, конец, а он потом лежит в лазарете и орет на жрецов. Вот такой был парень. И как же звали этого воина? Кристоф Фаррелл. Подожди-ка! Кристоф Фаррелл, это же он. Нет же, ты же рассказывал про своего друга. Нам нужен воин, чье имя начинается на букву «Э». Это единственное, что нам известно о нем. Ах, вы про того воина? Да, знаю я его. Служили мы тогда вместе в Лордероне. Помню, орков была тьма, а нас еще меньше. Он стоял рядом, весь в грязи, с оторванным рукавом, и все орал. Еще шаг вперед, и мы возьмем эту чертову башню. Только вот башня взорвалась раньше, чем мы успели ее взять. Я до сих пор не знаю, как он тогда остался жив. Говорят, потом его нога неделю дергалась сама по себе. Вот это был воин, настоящий безумец. И как же звали этого воина? Как ты и сказал, начинается на букву «Э». Эдис Бром. Нет же, ты же рассказывал про него. Вы оба и рядом не стояли с тем, кого мы ищем. Воина, чья история затмевает твою и нашу историю вместе взятых. Говорят, он одолел саму природу и получил оружие смерча в одиночку без чьей-либо помощи. Ну ты сказки нам тут не рассказывай. Оружие смерча еще никто не получал без посторонней помощи.
Да, Эдис прав. И вообще, убирайтесь отсюда. Я не доверяю высшим эльфам с зелеными глазами. Да я задонатил на эти глаза. Всего-то 150 бонусов. Похоже, воин, которого мы ищем, не ошивается в этом богом забытом месте. Идем, брат, продолжим поиски в других локациях. Что это за воин такой, который в одиночку получил оружие смерча? Да кого ты слушаешь? Я в пьяном бреду и не такое могу сказать. Пошли лучше Эля выпьем. «37 уровень. До 40-го еще 3, но тянуть нельзя. Впереди монастырь Алого Ордена, а значит, нужно подготовиться. Шмот, фласки, еда и, конечно, конь. Начать решил с экипировки, а лучший шмот Навара, как говорят, лежит именно в монастыре. Отправляюсь в Собор Света на встречу с братом Кроули. Мой брат Антон сейчас в далеких землях Калимдора, в жарких степях, где вновь поднялась нежить. Найди и помоги ему. Если твое сердце чисто, свет сам поведет тебя. Эридон, Алый Орден не просто воины. Мы последняя стена между людьми и тьмой. Казалось, я уже видел все, но стоило Кроули упомянуть жару, и я понял, меня снова ждет другая сторона моря. Пока в Восточных Королевствах стоял день, здесь в Калимдоре царила ночь. Я бежал из Кабистана в сторону пустошей. Чтобы не терять темп, использовал рывок на мобах по 20 метров каждые 15 секунд. Маленькая хитрость, но на длинной дороге каждая секунда что-то значит. Игроков я не встретил, может, все действительно спали в этот час. Лишь редкие факелы вдоль дороги. Попался орденский пост, но я шел ближе к деревьям. Никто даже не обратил на меня внимания. То ли не заметили, то ли просто не посчитали угрозой. Перебежки в классике – то еще удовольствие. Когда понимаешь, что путь занимает не минуты, а часы, начинаешь ценить даже скорость ходьбы. Через пару перевалов когтистые горы. Камни, ветер, ни души. А потом резкий контраст. Пыль и раскаленный воздух. Пустоши. Где-то впереди уже виднелась высота Найджела. Тот самый пост, где меня ждет брат Антон. Я слышал, тебя послал брат Кроули. Свет вознаграждает тех, кто идет, не задавая вопросов. Мы сражаемся с нежитью, с теми, кто растаптывает землю, оскверняет могилы и высасывает жизнь из людей. Это зло не приходит с ревом и факелами. Оно крадется в тишине, пока мы отворачиваемся. В долине костей восстала нежить. Отправляйся туда и уничтожь их. На этом этапе я обнаружил обновление аддонов. Теперь интерфейс выглядит еще круче, а на свою иконку теперь можно добавить стильную рамку. Теперь я элитный парень. Нежить, за которой я отправился, находится внизу карты, и снова нужно бежать. Квест уже кто-то выполнял, и мне удалось присоединиться. Командная игра шла легко. Хант метко стрелял, а я рубил вблизи. Он тоже инженер, и понял я это, когда после моих бомб Резина выпуливал свои. Нежить получила по заслугам, и мы с Резиной отправились сдавать квест. Я думал, наши пути разойдутся, как это было всегда, но Хант предложил ехать дальше, в монастырь Алого Ордена. И я согласился. Теперь дорога лежала в Южнобережье, на встречу с человеком, который знает про Алый Орден не понаслышке. Роли и благочестивый, и то, что он сказал, было не тем, что я ожидал, и честно, это было полезно услышать. Я служил Алому Ордену и гордился этим. Мы верили, что боремся за свет и спасаем людей. Но потом я увидел, что все не так. Для верхушки Ордена свят только сам Орден, а все, кто вне его, грешники. Невиновных хватают, пытают лишь бы очистить. Алый Орден больше не защищает, он карает. И если никто не остановит их, света в этом мире станет только меньше. Когда дойдешь до монастыря, ты поймешь, что гниль сидит не в стенах, а в людях.
Верховный инквизитор Вайтмейн проповедует свет, но видит во всем лишь ересь. Командир Магрейн и Герат — ее правая и левая рука. А псарь Локси держит монастырь в страхе не хуже любой нежити. Если сможешь, положи конец этому безумию, а потом вернись ко мне с вестью. Я должен знать, что еще осталось от нашего ордена». Не похоже на предательство. Скорее всего, он просто пытался предупредить. Монастырь не просто место для хорошего шмота. Там свои правила, свои люди и свои границы морали. Так мы отправились в монастырь. Кладбище регнуло почти мгновенно. Повезло. Мобы уже зеленые, так что быстро отлетали. Резина выдавал какой-то колоссальный ДПС по сравнению с остальной группой. Позже я понял почему. Его питомец, элитная кошка, имела скорость атаки ровно 1 секунду. В кладбище разработчики, оказывается, добавили новое крыло. Тюрьму, где пытали всех неугодных. С босса там выпал пояс, и я сразу заролил его. Начало положено. После кладбища мы решили идти в библиотеку. Поиск группы длился больше часа, и мы перенесли все на следующий день. Но и тогда успеха не было. В итоге я зарегался танком, хоть и был в армспеке, и наконец-то группа нашлась. Кто бы сомневался, да? Танчить, кстати, было просто ужасно. Без нужных талантов угроза держалась плохо. Мобы постоянно бегали туда-сюда. Где-то на середине пути мы сообразили, проще всего выпуливать их прямо к ловушкам резины. Ледяная ловушка, к слову, при срабатывании засвечивает всю комнату, будто вспышка света. Ключ из библиотеки теперь достается каждому члену группы. Удобно. 2 крыла монастыря позади остались оружейная и собор. Резина не выдержал долгих поисков группы и вышел из игры. Я решил продолжить, но как ДД снова не находилось. Пришлось тратить бонусы, которые я получил за первый эпизод, и купить гоблинский механизм для 2-го спека. Теперь я танк. Группа в оружейную собралась быстро. В спеке танка угроза держится отлично, мобы не слетают. Такое удовольствие от танкования я не получал давно. Можно даже подамажить, не отвлекаясь на угрозу. В оружейную, кстати, постоянно приходят по 2-3 латника. Все фармят шмот. Сам фарм сильно затянулся. Кажется, я провел в монастыре целую неделю. Иногда выбирался в город пополнить запасы еды, получить баф и прокачать профессии. Поставил свою первую палатку прямо в Штормграде, а не в Элмском лесу. Так есть шанс поймать World Buff. Получаю благодарность и снова лечу в монастырь. В собор, на удивление, зарегало как ДД, и теперь можно было просто почилить и спокойно выдавать урон. На этом этапе я стал замечать детали. Сады, фонтаны, статуи, водопад. Все выглядит чересчур красиво, будто тут и правда молится свету. Но чем дальше продвигаешься, тем меньше верится, что эти ребята вообще знают, что такое свет. Все идеально, чисто, даже слишком. Магрейн пал? Вы заплатите за свое вероломство. Восстань, защитник мой! Изрек свое слово. Недостойный! Путь света не создан для крови и убийств. Азерот болен не чудовищами Эридон. Он болен людьми, которые называют себя спасителями. Поэтому иногда жертва — единственный способ остановить зло. Береги себя.
Не дай чужой вере сделать себя таким же. Вот и все. Все задания с монастырем Малого Ордена завершены. Роли благочестивый может быть спокоен. Кстати, возле подземелья есть АФК-зона. Здесь есть мул с вещами из банка, торговцы едой и боеприпасами, и очень интересное и красивое место. После нескольких забегов монастыря Алого Ордена я понял, что конкуренция на шмот слишком большая. Тогда я позвал на помощь соглядейцев. Откликнулся разбойник по имени Вату. За пару проносов мы выбили еще несколько вещей, а на прощание он перевел мне 80 золотых на развитие. Для 60 уровня это мелочь, а для моего 38-го целое состояние. Отказываться я, конечно, не стал. Такие подарки запоминаются надолго. Позже появился еще один человек – Латами. Ну как, Турен. Он быстро понял, что я готовлюсь к 40 уровню и начал помогать как мог. Присылал золото, шмот, расходники. Все без просьб. Просто так. Я вообще не ожидал этого. Латами сам нашел меня в мире и просто начал помогать. Он сказал, что готов делать это, чтобы мое путешествие стало еще более ярким. И если честно, в какой-то момент я просто сидел и смотрел на кучу золота в своих сумках. Денег стало очень много. И знаете, куда я слил почти все золото? Правильно, на свою первую трансмогрификацию. Пока я разбирался, как она вообще работает, у меня ушла половина всех денег. Зато теперь я стильный парень. Шмот готов, осталось последнее – собрать 100 золотых. И вот тут я сломал голову, как вообще добыть такую колоссальную сумму. Вы спросите, почему я просто не копил все деньги, которые мне давали игроки? Ответ простой. Как и с Циклонианом, я хочу сделать все сам. Только победить элементаля задача понятная, а вот заработать 100 золотых уже философия. К тому же подаренные деньги я давно потратил. На профессию, расходники и шмот получше. Так что все снова с нуля. Резина предложил съездить в пиратскую бухту. Пираты шарят, как добыть кучу золота. Я не знаю, шутил он или говорил серьезно, но мысль о деньгах неожиданно вернула меня к Штормграду. Помните тех гоблинов, о которых рассказывала мисс Дана на экскурсии? Эти имена лоббист и инвестор звучат так, словно они уже знают, как привернуть выгодное дельце. Вот и я решил, прежде чем рваться в пиратскую бухту, стоит навестить тех, кто умеет читать золото даже во сне. Эти бюрократы из замка обложили налогом Шелкоин. Хочешь помочь исправить несправедливость? 5 золотых, и ты уже в истории финансового успеха. Просто убедишь парочку важных людей наверху, что за Шелкоином стоит большое будущее. Я решил попробовать все ради великой цели – финансовой независимости к 40 уровню. Сначала пошел к лорду, тот выслушал, кивнул и сказал, что без поддержки церкви ничего не выйдет. Церковь, как оказалось, поддерживает любые назначения, особенно если они сопровождаются дорогим ромом. А потом я дошел до самого Болвара. Он выслушал молча, посмотрел на мешок с золотом и сказал: «Королевство Штормграда не продается». Неожиданно я вернулся к гоблину с отказом. Он только хмыкнул и сказал, что такие как Болвар просто не понимают возможностей будущего. А потом, таинственно улыбнувшись, сунул мне в руку золотую монету. Ты проделал большую работу, парень. Вот держи, Шелкоин. Говорят, в пиратской бухте за него дают целое состояние. Я не мог поверить своей удаче. Настоящий Шелкоин. Кто знает, может я только что стал богаче всех в Штормграде? 100 золотых, 200, может даже целый сундук. Мы с Резиной не стали терять ни минуты и сразу отправились в пиратскую бухту. Туда, где за такую монету обещают целое состояние. Пиратская бухта – место, где воздух пахнет морем, ромом и легкими деньгами. Здесь даже чайки, кажется, торгуются за еду. Шум, гам, смех, и каждый второй предлагает сделку, которая точно изменит твою жизнь. Я и не сомневался, вот где рождаются богатства. Собираю пачку местных заданий, чтобы потом вернуться сюда по делу. Параллельно расспрашиваю всех про Шелкоин, но никто ничего не знает. Я уверен, просто NPC где-то спрятан. Прошло уже более получаса, и я даже успел отойти в АФК. Но Резина не сдавался. Он нашел, куда сдавать монету, и стоит она аж 26 золотых. Странно. Откуда у вас этот Шелкоин? Теперь ясно. Вы, ребята, английский-то знаете? Тут же прямо написано. Поддельный. Похоже, кто-то вас здорово провел.
Добро пожаловать в пиратскую бухту, парни. Здесь даже мечты с наценкой. Да уж, после такой истории я не доверяю гоблинам. Гоблины, гномы, с ними точно что-то не так. Это все потому, что они не пьют эль. Это ты точно сказал? Нет ни единой мысли, как заработать 100 золотых с нуля. Как это вообще возможно, если тебе никто не помогает? Пока Кристоф и Эдди спорили о гоблинах и гномах, мы с Резиной вдруг вспомнили, что мы оба инженеры. И тут я вспомнил разговор двух сагильдейцев. Один рассказывал, что покупал на аукционе какие-то бомбы для рейда. Я решил проверить, что это за бомбы такие. Гоблинский саперный заряд. Одна штука стоит 3 золотых, а стак 17. Так и начался наш фарм. Пока я все глубже уходил в Альтарахские горы, Резина торговался с гоблинами и вел дела на аукционе. Руда звенела, как монеты, которых еще не было. Почта стала мостом между горами и городом. Я отправлял мешки с мифрилом и железом, а в ответ приходили короткие письма. Отчеты, успехи и шутки. Мы быстро поняли, где настоящие деньги. Во взрывчатом веществе. Удачи, воин! С хорошим конем далеко уедешь. Ну, как там поживает наш любимый Туртл Вов? Они нам хоть что-нибудь ответили? Да, сказали, что уважают оригинал, не конкурируют и просто хотят, чтобы Азерот жил дольше. Еще упомянули, что у них сервер держится на чистом энтузиазме и любви к игре, и что мы должны дать им возможность существовать легально. Господи, бро, где мы? Это Дарнас, брат. Ах, город эльфов и друидов. Тихий, как будто весь мир делает здесь передышку. Странное место. Здесь даже ветер говорит мягче. Люди приходят и забывают, зачем шли. Наверное, в этом и есть его сила. Ну а что дальше? Честно, я пока сам не знаю. За это время произошло слишком много всего, чтобы просто взять и подвести итог. Мир оказался больше, чем я ожидал, но останавливаться точно не хочется. Так что я просто иду дальше. Тогда у меня один вопрос. С тобой можно? Определенно.
серии.